Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию общий расклад Таро, потоковое чтение, знаки судьбы на сейчас и на ближайшее будущее. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни и получаете знаки судьбы, которые связаны с тем, что было, с тем, что есть, и, естественно, влияют на то, что будет в вашей судьбе совсем скоро или в ближайшем будущем. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин. Итак, давайте смотреть линии судьбы прошлого. И в прошлом мы посмотрим 5 ключевых моментов, которые влияют на ваше настоящее. И с чем эти ключевые моменты связаны. 5 моментов настоящего. И 5 моментов будущего. 5 моментов будущего. Настраивайте свою интуицию. Это общий расклад, и вам стоит адаптировать мое толкование к своей ситуации, чтобы получить соответствующие советы, подсказки, инсайты по ситуации на здесь и сейчас. Итак, уверен, что вы настроились на расклад. И начнем мы с прошлого. Первый верхний ряд – прошлое. Итак, что из прошлого влияет на вашу жизнь? А чем-то бы вы были обрадованы, да? Какая-то радость была в вашей жизни. И, возможно, это была самая большая радость. С чем она связана, эта радость? Что вас так порадовало? Возможно, эта радость связана с тем, что вы выздоровели или исцелились. И, может быть, нашли какой-то рецепт. Может быть, рецепт исцеления, может быть, рецепт счастья, может быть, вы радовались работе. И, может быть, вы радовались тому, что освободились от чего-то, да? Освободились. Или оказались в одиночестве, но это вас порадовало. Так тоже может быть. Что еще из прошлого влияет? Смотрите, на ваше прошлое влияет отношения с мужчиной или с женщиной. Здесь уже смотрите по своей ситуации. Особенно для женщин это отношения с мужчиной. Мужчины могут посмотреть на эту ситуацию, что из прошлого на вас влияют чувства. Ваши или вашего партнера, партнерши, да? Хорошо, а что это за чувства такие были в прошлом? А это чувство ревности, недоверия и, давайте так скажем, может быть где-то манипуляции. Может быть манипуляции. Здесь комбинация такая, потому что здесь скрытые аспекты есть. Поэтому, больше всего это ревность и недоверие, а манипуляцию я бы поставил на 3-е место. Поэтому на ваши отношения как минимум влиял паж мечей. А паж мечей – это подозрительность, манипуляция, недоверие. И это, возможно, и стало причиной вашего разрыва отношений или того, что между вами сейчас пауза или разрыв, да, или конец. Хорошо, центральная карта из прошлого. А вот центральной картой из прошлого является тройка мечей. А тройка мечей – это не просто горе, да, то есть, может быть, вы какое-то горе пережили, а еще и разрыв.
Может быть, кто-то разбил вам сердце, может, кто-то действительно ушел из жизни, и вы так сильно переживаете, потому что горе действительно, когда уходит кто-то из жизни, ну, человек горюет, да, и проживает горе. Хорошо, с чем связан этот аркан, это горе или этот разрыв? Связан с мужчиной, особенно в отношениях. Ну, понятно, тройка мечей часто разбитое сердце, да. Но это разрыв отношений с мужчиной, который был вам по душе. Это может быть кто угодно. Любимый человек, любимый мужчина, особенно если он скорпион, это чистый скорпион, рыба, рядышком рыба, кстати, и рак. Но это может быть и отец, сын, да, отец, сын. Ну и мужских аспектов тут есть, и может быть даже это такое как бы и по причине болезни, да, или болезни ваших отношений. Хорошо. Поэтому у вас в прошлом ключевым моментом является какой-то болевой или травматичный опыт с мужчиной, которого вы, возможно, любили или испытывали к нему какие-то чувства. Еще из прошлого у вас был шут, но шут — это элемент хаоса. Давайте посмотрим, что-то в прошлом вы начинали. Возможно, вы начинали спонтанно. Может быть, вы пробовали начать новые отношения. Может быть, начать новую жизнь. Что в прошлом вы пробовали уже начать? Ну, с нуля, с чистого листа. Какая попытка у вас уже была? Ну, для женщин актуально найти нового мужчины, то есть вы уже пробовали искать нового мужчину, новые отношения. Вы пробовали, возможно, начать новый бизнес или вообще бизнес с чистого листа, с нуля, да, вот так. Ну и пробовали начать новую жизнь. А также, может быть, пробовали начать реализовывать свои планы, которые вы откладывали. Такое. Ну и давайте последнее. На вас из прошлого в жизни влияет искусство. И это может быть искусство ваше внутреннее, а может быть внешнее. То есть это может быть внешнее воздействие на вас или ваша внутренняя энергия. Давайте скажем, просто назовем эту карту искусством. А вот что вы чувствуете, когда эта карта, этот аркан, да, обращается к вам? Если вы чувствуете на вас воздействие, значит это воздействие на вас. А если вы чувствуете, что внутри вас спит, или вы пробовали эту энергию как-то пробудить в себе, то значит это ваша энергия. То есть из прошлого и совсем недавнего прошлого относительно на вас влияет некое искусство, которое либо в вас спит, либо воздействует на вас. И вот с чем связано это искусство? С чем связано это искусство? А это искусство связано с вашей судьбой, с событиями в вашей жизни, с вашим успехом, с вашей прибылью, с вашим здоровьем, с вашей кармической отработкой с партнером, ну, с отношениями кармическими, с вашим богатством и с тем, как вы идете по судьбе, да, вот легко ли вы по судьбе идете или не очень. Интересно. Может быть, есть какой-то дар у вас. Может быть, здесь комбинация такая, что, может быть, вы недавно как-то этот дар почувствовали, но вот вопрос, смогли ли вы его реализовать? Начали ли вы его реализовывать в связи с тем, что у вас в прошлом есть какая-то болезненная ситуация, да? Ну, это уже второй вопрос. Хорошо.
Давайте посмотрим знаки судьбы на сейчас. Вот на первом месте у вас стоит знак. Есть принц мечей, это рыцарь мечей. Вам нужно действовать быстро, решительно и смело, вот так вот, да, проявить какую-то решительность, смелость и поскорее. Где вам надо ускориться и быть настойчивым? Вы, наверное, это осознаете уже. На работе, в семье, в вашей должности, ну, если вы где-то занимаете какую-то должность, особенно если вы служите. То есть там, где вы служите и работаете. Вот там, особенно если это касается лично вас, вашего достоинства, вашей чести, вашей позиции, ваших денег и того, что вам принадлежит по праву. Вот в этом аспекте вам нужно побыстрее, понастойчивее, пожестче, порешительней. И останавливаться вам уже нельзя. То есть где-то там, где вы застопорились, вам нужно начать движение. И с финансовым каналом вам бы тоже начать его двигать. То есть вам нельзя накапливать, вам надо продавать, вам надо обменивать, вот такое, понимаете? Вам вклад забирать. На втором месте у вас маг. И это один из магов. Здесь в этой колоде 3 мага. Хорошо, давайте смотреть. О чем эта магия? У меня почему-то здесь это как энергия какая-то именно, да, ваша энергия. Вот давайте спросим, на здесь и сейчас, как Таро видит вашу энергию? Как Таро на здесь и сейчас видит вашу энергию? Отличная энергия, энергия счастья. Возможно, на здесь и сейчас вы счастливы. И вот здесь поставьте на паузу сейчас, всмотритесь в этот аркан и в этот тоже в пару. И напишите, испытываете вы счастье, это ощущение, или можете ли вы сказать, что здесь и сейчас вы счастливы? И напишите мне в комментарии. Но, тем не менее, высшие силы видят вас счастливым человеком, и энергия счастья вас пронизывает, да, вот ваш кокон. Вот если всмотреться в эту карту, то тут вы можете заметить свой кокон, скорее всего. Хорошо. Центральная карта, да, вот вокруг чего кружится ваша жизнь. Ой, а ваша жизнь кружится вокруг мечты, вокруг красоты, красивой женщины и вокруг вашей цели. Хорошо. Давайте посмотрим, какая у вас главная задача сейчас. На здесь и сейчас вот самая центральная карта. Самая главная задача ваша. Доделать ремонт, купить квартиру, дом. Может быть, что-то связанное с домом, с дачей. Но ваша самая главная задача, чтобы в вашем доме и вашей квартире был покой, уют и тепло, особенно зимой. Потому что эта карта холодная, зимняя больше, а это летняя. Поэтому летом должно быть прохладно, комфортно, а зимой должно быть уютно, тепло. Да? Так, хорошо. Начинает давать о себе знать эта карта. Вот она, вот рядышком начинает давать о себе знать. Ну, как бы маячит на горизонте. А маячит на горизонте у вас некое чудо, но это радость, это туз кубков. Вас что-то должно обрадовать. И вы это чувствуете прямо. Оно, может, уже начинает радовать, но еще не открылось так сильно, да?
Вас может радовать финансовый канал, новая работа, успехи в бизнесе, ваши дети или что-то связанное с детьми. Какие-то хорошие новости вас начинают радовать, но хочется больше. Хочется пожирнее, пообъемнее, да, чтобы было, ну, как бы, чтобы было что в руках подержать, да. Чтобы более заметно было, вот так вот хочется. Ну и вот как бы сейчас, но уже в ближайшем будущем, да, возможная поездка, переезд, эмиграция и начало нового бизнеса или реформация, трансформация старого. Давайте посмотрим, ждет ли вас успех и в чем именно может ждать успех. В бизнесе, в отношениях, в здоровье и в реализации своей мечты, в отношениях между мужчиной и женщиной и в интимных отношениях. Может ли быть успешное зачатие ребенка? Да, для кого этот вопрос актуален. Итак, давайте посмотрим знаки судьбы на будущее. Это уже оно в настоящем у вас. Это уже как бы есть. Вы это уже проживаете, может, не так сильно замечаете вот эти карты. Но эти карты вам явно могут сигнализировать о чем-то очень-очень хорошем. Итак, ближайшее будущее. На первом месте у вас стоит могущество. Вы можете или достойны что-то получить, может быть, заслужить как трудом, так и кармической отработкой. Давайте так, что вам по праву принадлежит в будущем? Что вы получите в будущем? Или над чем у вас будет власть? А власть у вас будет над чувствами, возможно, над магией, над эмоциями, над отношениями и над мужчиной. Вот так. Ну, для мужчин над женщиной, может быть. На втором месте знак. Возможно, вам нужно будет учиться поднимать квалификацию более активно или более решительно, или более ответственно двигаться к своему счастью. И поможет вам в этом, именно помощником вам в этом движении будет покой, хладнокровие, трезвый расчет и неторопливость. Ну, я так думаю, что вы не особо куда-то и торопитесь, потому что у вас карты, говорят о том, что вам надо бы поторопиться, да, с одной стороны, поэтому вы не торопитесь. Хорошо, давайте посмотрим, что в вашей семье, это семейная комбинация, мужчина в доме, женщина в доме, видите, женщина, мужчина, будущее вашей семейной жизни, как оно выглядит. У вас может наладиться семейная жизнь и будет, скорее всего, налаживаться. У вас 2 колеса фортуны выпало, прекрасно. И в какую сторону сдвинется колесо фортуны в вашей семейной жизни? А сдвинется оно в направлении к вашей мечте. Оно сдвинется к лучшему, и, может быть, вам действительно не стоит торопиться, потому что спешка для вас в этом раскладе не нужна. А вы уже сами напишите, вам хочется побыстрее или вы готовы к размеренному пути, к своему счастью, к своему успеху. Но здесь кто-то очень красивый. Красивая женщина, красивый мужчина, красивое будущее, красивая мечта. Что красивое здесь, напишите мне в комментарии. Еще один знак судьбы. И да,
Вы найдете свое предназначение, найдете ответ на вопрос, кто вы, для чего вы пришли в эту жизнь, и найдете свои цели в жизни. Это очень хорошая комбинация. И здесь, смотрите, колесо фортуны, звезда, колесо фортуны и звезда рядом. У вас и в вашей семье, и у вас будет все хорошо. То есть вы найдете своего человека, скорее всего. Я надеюсь, что в этой жизни. А если вы уже знаете, что в этой жизни нет, вдруг, то в следующей точно. Окей. Хорошо. Следующая карта. Следующая карта говорит о том, что у вас должно что-то закончиться, и от чего-то вы должны избавиться. Вот что должно закончиться, избавиться от чего, и что должно уйти, да? Что приходит, что уходит, чем сердце успокоится. Вот эта карта говорит о том, что уходит из вашей жизни, но вы от этого должны, не просто оно должно уйти, вы должны от него избавиться. Вы должны даже не сколько избавиться, сколько очиститься или поставить жирную точку в этом вопросе. И жирная точка в этом вопросе у вас должна быть поставлена в вопросе с предательством, с проигрышем или с выигрышами, но когда эти выигрыши стоят непомерной цены или непомерной оплаты вашей жизни. То есть это всегда что-то плохое. То есть у вас уйдет что-то плохое по-настоящему, но, может быть, вам придется от этого очищаться и освобождаться. Рядом, кстати, чистая карта, 1, 2, поэтому, возможно, придется делать чистку и коррекцию судьбы. Возможно, но это уже вы будете смотреть по ситуации в будущем. Хорошо. Чем сердце успокоится? Сердце успокоится магией на самом деле. Что за магия, с чем связана? Магия связана с трансформацией вашей личной жизни, вашей судьбы и избавлением в вашей жизни и судьбе всех темных энергий, особенно если вы подозреваете порчи, крадники, порчи на смерть и так далее. То есть вы избавитесь от чего-то плохого. И, возможно, коррекция вашей судьбы, вот этой магией, да, будет проведена таким образом, что вы не будете терять, а будете обретать и наслаждаться светлой полосой вашей жизни, ощущая себя на своїх лініях жизни, управляя своєю судьбою. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось. До зустрічі. Па-па.